Женщина, 60 лет, обратилась с жалобами на постоянное повышение глюкозы крови в течение дня до 16-20 ммоль на литр, чувство слабости, недомогание, периодическая сухость во рту и жажда, ухудшение зрения, отмечает кровоизлияние в левый глаз со вчерашнего дня, учащенное ночное мочеиспускание до 4-5 раз. В день осмотра глюкоза крови утром натощак 20 ммоль на литр. История заболевания. Данным диагнозом болеет более 25 лет. Принимает постоянно лекарственные препараты по данному и сопутствующим заболеваниям. Наблюдается у профильных врачей. Диету соблюдает большую часть времени, но иногда срывается. Периодически проходит обследование по месту жительства у терапевта и эндокринолога. Дома контроль сахара крови проводит периодически с помощью глюкометра. Основной диагноз, по которому проводилось лечение, это сахарный диабет 2 типа. Целевой уровень гликемии не достигнут. Диабетическая сенсорная нейропатия нижних конечностей. Диабетическая ангиопатия обоих глаз. Диабетическая нефроангиопатия. Сопутствующие заболевания, которые были важны нам, это субконъюнктивальное кровоизлияние левого глаза на момент осмотра, хронический пилонефрит в стадии латентного воспаления, хронический холецистит, гипертоническая болезнь находились в стадии ремиссии на момент лечения. Было проведено лечение. Первый курс комротерапии из 11 процедур 2 процедуры в день. Также сахароснижающие препараты. Метформин 1000 мг 2 раза в день. Диабетон 3,5 мг 2 раза в день. По результатам лечения. Во-первых, на фоне лечения глюкоза крови стабилизировалась до 8-11 ммоль на литр. Ранее это 19-22 ммоль на литр. При применении тех же лекарственных препаратов и в тех же дозировках. Сухость во рту и жажда прошли. Во-вторых, кровоизлияние в левом глазном яблоке прошло на 3-4 день. В-третьих, пациентка также отметила улучшение артериального давления до 130 на 80 мм ртутного столба, а ранее отмечала до 140-150 на 90 мм ртутного столба. Также нормализовался сон и прошла подавленность. В-четвертых, мочеиспускание также восстановилось, нормализовалось. Ночью стала реже вставать в туалет до 1-2 раза за ночь. Данной пациентке было рекомендовано продолжить лечение через 1-2 недели, еще 11 процедур. Затем перерыв на 3 недели и повторить полный курс из 22 процедур, без перерывов. В течение года данный подобранный курс желательно проходить 1-2 раза в квартал. Если уровень глюкозы будет до 80 ммоль на литр на фоне лечения, то желательно постепенное снижение сахароснижающих препаратов до необходимого уровня.